Добрый день, меня зовут Виктория, вы на моем канале Таро от Вики. Это видео я назвала «Как привлечь клиентов», но на самом деле вы можете также загадать а, желание касаемо вас в том же аспекте, такое как, например, привлечь поклонников вашего таланта. Если вы человек творческий, как вам привлечь почитателей, скажем. Если вы ведете свой канал или блог, сейчас это очень популярно, как привлечь подписчиков на канал. То есть, ну, что-то такое, похожее на эту тему. Поэтому давайте загадаем, подумаем о том, как, скажем так, как себя прорекламировать, может быть, вот даже так, как рассказать о себе миру, как поделиться своими идеями, своим творчеством, своими мыслями. В общем, как, может быть, выйти в люди, как пробиться, да, среди вот этого вот моря информации, как где-то, может быть, поставить себя на передний план. Смежная, кстати, тема, как обойти конкурентов. Но это будем смотреть, если выпадут соответствующие карты. Итак, как всегда, давайте начнем с того, что нас привело к данной ситуации. От прошлого к настоящему. Продвижение. 3 наших аркана. Возьмем, посмотрим. Какова ситуация, которая сложилась на текущий момент? В чем ее причины? Так, карта смерть, старший аркан. У многих здесь ситуация прощания с прошлым. Кто-то отказался от дела, которым занимался до этого, кто-то решил сменить профессию, причем, скорее всего, кардинально. Ну, словом, это расставание с прошлым. Вы хотите поменять свою деятельность, и это является отправной точкой, от чего мы отталкиваемся. Что еще? Паж жезлов. Пока мы делаем начальные шаги на пути к развитию. То есть, если это конкретно вопрос, как привлечь клиентов, мы пока изучаем информацию. Мы пока можем изучать рынок, проводить какие-то маркетинговые исследования. Сейчас очень такое распространенное. Ну, люди, занимающиеся СММ, знают, да, и сейчас и уже, в принципе, давно пользуется популярностью такой инструмент, как таргетирование. Если путаюсь в терминах, и здесь есть профессионал, то поправьте меня, но я думаю, все примерно поймут, о чем речь. То есть это настроить вашу рекламу и поиск ваших клиентов на целевую аудиторию. То есть вы сейчас начали заниматься этим вопросом, как найти людей, которые будут заинтересованы в вашем продукте, в ваших товарах, в ваших идеях, в ваших мыслях. То есть вам надо разобраться, так как карта пажа мечей, то есть это совет начать разбираться и изучить этот вопрос более досконально, нежели чем вы думали изначально. То есть если вы в этом вопросе уже подкованы, значит, развивайтесь дальше. Значит, сейчас время, место, обстоятельства продвинулись так, что вам придется эту информацию у себя в голове обновить. Если вы никогда не занимались тем, чтобы привлечь вот к себе людей, как-то прорекламироваться и прочее, то вам надо начать обязательно этим заниматься. То есть что такое целевая аудитория? Ну, мы же не придем рекламировать, я не знаю, там, ну, если мы продаем запчасти к автомобилям, мы скорее будем искать людей, которые занимаются ремонтом этих автомобилей. Мы же не придем к домохозяйкам, да? Ну, такой пример утрированный. Ну, например, если вы занимаетесь вязанием, то нет смысла вам подписываться на каналы, те, которые также продают вязаные вещи, изделия ручной работы, потому что это не ваша аудитория. Это аудитория, которая так же, как и вы, стремится найти клиентов. Ну, скажем,
Не должен искать рыбак рыбака. Рыбак должен искать рыбу. То есть вот ищите покупателя, а не единомышленника. Можно, конечно, смотреть, как продвигаются дела у конкурентов, брать что-то у них свое, какие-то там идеи, мысли, которые вам будут по душе. Тут никто не запрещает, но карта говорит о том, что вам нужно свой пыл в начинаниях поддерживать. В принципе, это вы начали правильно, идете верным путем, но необходимо развиваться, так как здесь пока еще паж. Что еще? Какая ситуация? Императрица. Прекрасная карта. Я думаю, что кто-то из вас уже может видеть успех приходящий, и вы можете далеко мыслить в будущее. Императрица — это карта такой хозяйственной женщины, поэтому я думаю, что вы здесь цепко ухватитесь за этот вопрос. Ну, очень интересно. От пажа жезлов, да, к императрице. Императрица, говорят, что этот старший аркан объединяет в себе всех 4 королев, всех стихий, всех мастей, жезлов, кубков, мечей и пентаклей. Поэтому, начиная с пажа, прийти к императрице, и эта карта, если это позиция истоков, исходная наша отправная точка, я думаю, что это ваши амбиции, скорее всего. Вы очень целеустремленно действуете в данный момент. Также жезловая масть, масть огня об этом свидетельствует. Резко бросили старое и с амбициями, с таким жизненным задором взялись за новое и свято верите, что вы добьетесь успеха. Хорошее начинание, особенно это будет положительно влиять на ситуацию благодаря позитивным мыслям, которые влияют на ваше подсознание. Также, если вам будет эта интересная информация, можете поискать в интернете, здесь на ютубе, что позитивный настрой и ожидание успеха и лучшего будущего, исполнения вашей мечты, оно уже вас настроит на правильный лад и привлечет положительные события в вашу жизнь. То есть у вас очень хороший настрой, позитивный. Несмотря на резкое окончание предыдущего, вы не отчаялись, а живо взялись за вашу новую деятельность и активность. Давайте посмотрим, что вы видите в данной ситуации, чего вы не видите, то, что неявно, то, что скрыто от вас, но имеет важное значение для вас. Что явно. Так, значит, у нас отшельник. И что скрыто, но имеет значение. Вы видите, что вы действуете в одиночку. И пока... Ну, почему вас волнует вопрос привлечения клиентов? Пока вам их недостаточно, потому что по пажу вы находитесь на отправной точке. Вы чувствуете себя сейчас в одиночестве. Опять же, возвращаемся к вопросу поиска. Правильно ли вы ищете? Там ли вы ищете? Здесь вот человек с фонарем. С фонарем, когда мы ходим? Когда мы в темноте. Когда у нас отключили свет, мы зажигаем свечку. И потихоньку, не спеша, пробираемся в потемках до наших целей. Когда фонарь или свеча светит в темноте, она высвечивает очень узкую область, в которой мы можем различать предметы. Поэтому здесь вам следует сузить поиски, не разбрасываться широко, не привлечь всех и вся. Например, когда... Ну, тот же пример, если у вас магазин, вы привлекаете клиентов, или у вас, опять же, блог или канал в интернете, да, то, что я уже назвала, ну, либо другие смежные какие-то вопросы. Не старайтесь охватить все и вся, и привлечь всех, кому надо и не надо. Ну, часто начинают с того, что приглашают всех своих родных и друзей. Но здесь вот
и я бы сказала, что это вряд ли вам поможет. То есть, конечно, из вежливости кто-то к вам придет и там что-то у вас купит на незначительную сумму, ну, либо подпишется просто из там солидарности, из вежливости. Но, ну, в принципе, это можно, конечно, сделать, потому что это тоже поддержка, но это не даст вам развитию. Нужно идти другим путем. Нужно более четко отслеживать эту информацию. Например, можете посмотреть, какие объявления о покупках ищут люди. Ну, то есть вот именно, ну это как пример объявления. То есть человек, который конкретно ищет вашу вещь, ищет ваши услуги. Вот что-то такое. То есть здесь не разбрасываться. Здесь у нас опять же вот узкий свет фонаря в темноте. Это более целенаправленный поиск клиентов. Чего мы не видим, а оно есть и влияет на нашу жизнь. Ну, я бы сказала, что вы попали в струю, если так можно выразиться. Вы выбрали правильное направление. Вы выбрали правильный товар, который вы хотите предлагать вашим клиентам. Вы выбрали правильную тему вашего канала в интернете, там блога или видеоблога. Это то, о чем вы можете хорошо рассказывать. То, о чем вам есть рассказать, это новые мысли, не повтор, потому что часто, когда мы ищем что-то, то находим по этой теме много информации от разных авторов, и зачастую она вся как под копирку, а здесь у вас есть новые мысли, которыми вы можете поделиться. Либо это какой-то принципиально новый товар, либо это товар с более продвинутыми характеристиками. То есть здесь вот карта говорит о том, что чтобы вы не сомневались в выборе вашей деятельности, то есть вы сферу выбрали правильно. Как говорится на жаргоне, оно должно попереть. Вот если вы этого еще пока не чувствуете, то разгон он будет. Может быть, пока это для вас не явно по карте отшельника. Так, ну это в общем чертах. Давайте конкретно смотреть, что же вам нужно делать, чтобы привлечь клиентов, и что вам делать не нужно. Проявить твердость, упорство по императору обязательно. Опять возвращаясь к исходным картам, карте императрицы, проявить свою деловую хватку. И опять же все упирается в то, что вы должны изучить, какими методами это привлечение клиентов, какими методами современными их привлекают. Если, ну, не буду называть конкретные там сайты, приложения, но вот YouTube могу упомянуть. Здесь конкретно есть школа авторов, где даются рекомендации от руководителей платформы, как продвигать свой канал. И их там очень много полезной информации, вот ее изучите. Ну, что касается торговли, попробуйте, опять же, посмотреть, как ведут дела конкуренты. И не бойтесь этих конкурентов обходить, причем жестко. То есть, если на соседнем магазине, со схожими товарами, ну, вдруг так сложилось, у нас, например, аптек много. В одном доме может быть 3 аптеки. И почему-то все функционируют, никто не закрывается. Или парикмахерские. В одном доме 3 парикмахерских. Вот не бойтесь сделать вывеску наиболее яркую, наиболее современную, может быть, ну, которая будет перебивать остальных. То есть там, не бояться, не стесняться обходить конкурентов. Вы должны быть яркими и жесткими. То есть вот здесь именно по императору проявляются черты характера твердости, непоколебимости, решимости, никаких поблажек конкурентам. Вот здесь это очень важно, как пробиться. Показать себя ярко, потому что император – это человек, не просто человек, это первое лицо государства, которое сидит где? Выше всех, сидит на троне, который выше всех, ярче всех, где-то
может быть, даже нахальнее, чем другие, да, если так сказать. То есть здесь не бойтесь, не прячьтесь, не скрывайтесь. Чего делать не стоит? Карта девятка мечей. Карта девятка мечей — это карта депрессии, страданий, ну, не впадать в отчаяние, коротко совет. Хотя я здесь не вижу, чтобы вы, в принципе-то, отчаивались. Все карты говорят об амбициозности, напору, решительности в действиях. Ну вот, чего еще добавить, это вот опять вот жесткой уверенности, жестких действий, даже не просто вот я подумал и решил, а я подумал, решил и сделал. То есть император — это карта действия. Ну вот, причем здесь у нас, ну, возможно, у вас будут возникать иногда мысли о нерешительности и о том, что есть некоторые сомнения, но решительно вот это все отбрасывайте. Император вам об этом говорит, да и императрица тоже. То есть вы изначально знали, куда вы шли, поэтому здесь нет места нерешительности. И уж тем более каким-то там печалям, сомнениям и грусти. Вот не поддавайтесь ни за что, ни своим темным мыслям, ни если вам будут говорить это окружающие. Давайте посмотрим счастливые шансы по вашему вопросу и препятствия. Счастливые шансы и препятствия. В счастливых шансах это ваша, кстати, неопытность в этом вопросе. Опять же, возвращаемся к пажу жезлов на начальном этапе. Вашим плюсом и вашим счастливым шансом является именно то, что вы здесь новичок. И это поможет вам взглянуть незамыленным взором на вопрос привлечения к себе клиентов, подписчиков, почитателей, таланта, как я уже сказала, и прочих людей, там, общественности, единомышленников. Здесь ваш именно козырь в том, что вы будете учиться, как это делать. Как это сделать, как это научиться, это узнаете только вы сами. В препятствиях здесь конкретно может выступать, вышла у нас королева мечей, конкретно женщина, которая может быть связана с официальными лицами. Это все, что касается регистрации вашего бизнеса, вашего дела и все, что касается официальных лиц, с кем вам нужно будет заключать договоры, соглашения, кому вам нужно будет обращаться. Вот здесь могут быть эти препятствия. Кстати, вот может быть из-за этого вы будете переживать. Давайте посмотрим, что за влияние идет от этой королевы мечей, как она влияет. Шестерка мечей. Шестерка мечей выпадает. Это может быть человек дальний, не из вашего окружения. Это кто-то, кто может вам, кстати, капать на мозги и говорить, что зачем вы за это взялись. Это вам не нужно. Либо этот человек, если это то самое официальное лицо, это человек, который может затягивать с той же регистрацией вашего бизнеса, с оформлением документов. Да, вот что-то такое. Карта шестерка мечей — это карта поездки, путешествия, расстояния. То есть это какая-то вот расстояние между вами, вашими действиями, вашими мыслями, вашим желанием и этой дамой. То есть ей либо безразлично то, что вы делаете, либо вы никак не можете добиться от нее поддержки, помощи, либо она может прямо негативно влиять на ваше дело. Вот, скорее всего, это какое-то конкретное лицо. Либо представитель организации, с которой вы будете вынуждены иметь дело. Либо это какая-то площадка в интернете, там что-то такое. Либо это какие-то условия, которые вам не очень подходят. Поэтому, например, условия размещения товара на интернет-сайте, там на каком-то там торговой платформе, да, сейчас очень популярно. Например, вам это будет невыгодно
Может быть, следует рассмотреть какую-то альтернативу. Ну, вот что-то подобное. Кстати, это вот и будет связано с проблемой привлечения клиентов. Возможно, условия будут таковы, что вам придется повысить цену на ваш товар. Оттого она будет выше, чем у ваших конкурентов. Поэтому это будет проблемой с привлечением тех самых клиентов к вам. Ну, что касается блогов, что-то около того. Например, у вас не будет возможности часто обновлять ваши статьи, контент, размещать видео не так часто, как у других ваших конкурентов, которые двигаются активнее, чем вы. Ну, вот они с чем, да, связаны вот эти ваши переживания. Ну, отчаяться не стоит, как я уже сказала, следует проявить твердость и напор. Вот такие советы. В принципе, наверное, ничего нового я вам здесь не открыла, но самое главное, то, что вы на верном пути, то, что все негативные мысли следует гнать прочь, проявлять твердость характера, непоколебимость, проявлять легкость, учиться, читать информацию на соответствующих сайтах, источниках, книгах, может быть. Может, кто-то вам что-то посоветует. Ну, естественно, это не конкурент вам посоветует. Это может быть человек из похожей сферы, но занимающийся несколько другим. Например, продающий другие товары, которые не являются заменителями вашим товарам. То есть, если вы продаете продукты, то человек продает одежду. Естественно, он вам здесь может что-то посоветовать. Если вы продаете, печете пирожки, продаете их, и в соседней лавке дама продает пирожки, то, конечно же, вряд ли она вам станет советовать, как привлечь к себе клиентов, как оформить витрину, как оформить вывеску, ну, что-то такое, потому что ей будет это просто невыгодно. Здесь вот совет учиться, искать информацию о том, как это сделать, и не вдаваться в уныние. Давайте посмотрим итог. Десятка кубков. Ну, все у вас получится, все шансы. Десятка кубков — это завершающая карта ряда кубков. В классической колоде там изображена семья, радуга, люди держатся за руки. Это когда союз совершился, и все у них получилось. Люди радуются, торжествуют. Радуга всегда у нас свидетельствует когда появляется радуга? После дождя, после периода грусти приходит радуга. Правда, не всегда она после дождя у нас появляется. Появляется тогда, когда исполнилось то, о чем мы хотим. Она всегда свидетельствует о том, что наши желания исполнены. Десятка кубков. Все кубки у вас будут наполнены. Всех клиентов и подписчиков, пожелателей, почитателей таланта вашего вы к себе привлечете, потому что вы имеете для этого все задатки. Если вы занимаетесь музыкой, у вас к тому есть талант. Если вы пишете картины, то у вас есть талант. Пишете книги, талант есть. Кстати, если кто-то пишет книгу, вот, например, эта дама может выступать как главный редактор какого-то издательства, который будет, может быть, тянуть с тем, чтобы прочитать вашу рукопись, да, ну вот, как вариант, это просто пример. Вот такой был расклад. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем рада, всем спасибо, до свидания.